Если ты когда-нибудь думал о создании своего бизнеса или стартапа, ты точно читал книги успешных людей или про успешных людей. Из них ты узнал, что нужно делать, чтобы тоже добиться успеха. Возможно, ты даже велся на кликбейтные заголовки под видео на YouTube типа «10 правил жизни миллионера». Я и сам когда-то верил в это. Но проблема в том, что сотни тысяч людей делали так же, и только единицам это удалось. И только они пишут книги. Неудачники не пишут книг, а даже если напишут, никто не будет их читать. Никому не интересны истории о том, как ничего не получилось. 80% предприятий умирают в первый год. Более 90% стартапов не доживают до 3 лет. Думаешь, их основатели не читали книг? Мы все чаще становимся жертвами ошибки выжившего. Ты, наверное, слышал о ней, но вдруг нет. Я приведу пару коротеньких примеров. Самая нашумевшая история случилась во времена Второй мировой войны, когда американские бомбардировщики все чаще перестали возвращаться на базу. Инженеры стали анализировать вернувшиеся самолеты и обнаружили, что большинство снарядов прилетало по фюзеляжу и по крыльям. Естественно, они предположили, что нужно укрепить броней именно эти части. И, конечно же, это было тупое решение, о чем им сообщил математик Абрахам Вайлд. Ведь самолеты, которым попали в фюзеляж или в крылья, возвращаются, а вот тем, которым попали в бак или в двигатель, разбиваются. Значит, и укреплять нужно те места, в которых на вернувшихся самолетах меньше всего отверстий. Еще хорошо известен пример про дельфинов, которые якобы часто спасают заблудившихся пловцов, подталкивая их к берегу. И, конечно же, об этом рассказывают те, кто выжил. Ведь те, кого дельфины толкали от берега, нам ничего не расскажут. Так и с успехом. Получается, что мы делаем выводы на основании только мнения тех, у кого все получилось, но это довольно однобокий взгляд на положение вещей. Как-то я случайно наткнулся на отрывок из интервью с Хабибом, где журналист ему задает тупейший вопрос: в чем секрет твоего успеха? Но мне очень понравился его ответ. Он сказал: вы думаете, я скажу, что я добился успеха, потому что тяжело работал? Многие ребята тяжело работали, но чемпионом стал я. Это милость Господа. Другими словами, это удача. Попытки повторить чей-то путь не гарантируют тебе ничего. Изучать биографии успешных людей не имеет никакого смысла. Вряд ли Стив Джобс следовал чьим-то законам успеха. Он делал то, чего никто не делал, и ему повезло. Гаутаму Будду помнят более 2000 лет, потому что он отбросил все то, о чем говорили современные гуру, и нашел свой путь. Но не подумай, что я хочу сказать, будто нет смысла действовать, ведь все решает удача. Удача выбирает тех, кто действует. И чем больше попыток ты совершаешь, тем больше шансов у тебя на удачу.